спойлерить, но там вообще песня. Лех, поехали, заедем. Могу, да. Не могу. О, вообще, не надо, дядя! Алло, закрывай магазин, здесь эти... Не успели отзвониться. Я бы там бы, я бы был бы. Мы бы, да. Упал, отжался. Да, я один раз. Не надо, пожалуйста. Да давай. Извинись. Аминь. Здравствуй, мой дорогой мой, хороший мой. Я в новой студии, пока на хромаке временно. Кому не нравится, извините. Кому нравится, добро пожаловать. Милости прошу к нашему шалашу. Ой, я переехал. Да, каждый день теперь потоковое вещание, то бишь стримы будут в 18:00 по чему правильно? Московскому времени. Значит, приглашаю, чтобы не завтыкать телеграм-канал. Теперь не знаю, куда руку. Опа! Да. Значит, ты тогда лайков поставила много. Я с Артемушкой еще уже один роличек отснял. Да. Угу. Там вообще песня. Так что топи лайками. И мы... Ну, ты понял, да? Контент завезем. Ой, значит, у нас 4-я серия. Предыстория. Ту, которую Артем вам не рассказал, да? Я сразу говорю, я вот в эти королевские вот эти мытищи ваши ехал, я ничего не знал. То есть, я, знаешь, такой как бы, мы уже там были, Лех, поехали, заедем. Я говорю, могу, да. Да, но даже при всем при этом меня умудрились... как следует, да, то есть там прям я почувствовал, что нагнетает. В общем, всем приятного просмотра, палец вверх, подписка на канал, идем к 3 миллионам, а может быть и больше. Все, давай, дорогой мой, все, поехали. Ай, ну давай. Выходим. Погнали. Все, побежали. Так, кстати, кто не смотрел предыдущую историю, посмотрите, да, с Артемом Вольфом, и вообще песня. Да, надо вообще сделать, на самом деле, списочек и все ссылочки, да, сделать. Давай, могу, сделаю в описании. Настя, камеру включила? О, вообще, не успели. А сейчас не успели А закрыть. все. Вот Да, так как не успела. Все, борода. Кукан неотвратим. Как раз покупатели закрылись. Все. Извините, у нас магазин закрылся. Такая тактика, к сожалению, сегодня не прокатит уже. Поздно. Потому что приехал кто? Да, Джонни Депп. Да, как называют его за кулисами. Не стыдно детей просить, чтобы высматривали нас, выслеживали и бежали быстрее. Папа. Да я же... Папа, я говорю, ах вы мелкие парни. Предыстория. Значит, я тебе рассказываю. Мы приехали, не сразу в магазин попали. Эти малолетние мальчики, они, значит, знаешь, чего сделали? Они берут, он их выставил дежурить. Они, как только видят, что мы выходим, а мы, естественно, поначалу приехали, никто не торопился, они, значит, сразу: алло, закрывай магазин, здесь эти... И он, магазинчик. Я говорю, хорошо. Я говорю, Артем, стартуем! Я сейчас сяду за руль. Мы сделали круг и... Кукан прилетел мгновенно. Не успели отзвониться. Видел, что Да. 2 ребенка сразу бегут. Извините, магазин закрыт. Извините. Не, ну это позор. Это позор. Ну, а что это? И когда ты вчера женой начал с ребенком прикрываться, тоже позор. Извините, выходите. Все, извините, Всё, выходите. Да. Все, магазин не работает. That's all. Все. Финита ля комедия. Опять пенная вечеринка, опять. Вызывайте наряд, конечно. Что здесь разговаривать? А я это все вижу. Я-то впервой, а они-то уже это знают, а я впервой. Я говорю, тут чувствую по-тяжелому пойдем, да. Ваш вызов находится в очереди. Оператор обязательно вам ответит. Хорошо, 112 работает. Ваш вызов находится в Ну, очереди. нормально, а что? Система 112 Нормально. Московской. О, уже Согласись. звонок пошел. Опа. Здравствуйте. Бери, говорит, с Хотели ребенком вызвать сразу. сотрудников полиции. Мытище, Тенистый бульвар 13. Магазин закрыт. Это магазин Смайл. Что произошло? Приобрели просроченный товар. Полиция, соединю, ждите на линии. Сразу женюсь с ребенком. Тебе не стыдно? Выйдите, пожалуйста, оттуда, в зала. Да еще что тебе делать? И здесь, значит, голова начинает говорить, а ну-ка, выйди-ка из зала. А после вот этих вот финтифлей
И по дворам, сколько вот мы кружились, настроение, если честно, было не особо хорошее. Да, а он мне еще, представляешь, говорит, а ну-ка, давай-ка, плясать выходи. Я говорю, Закрыл вроде. Ну вы ждем, ладно, купили. Я отошел в сторону. Я не против. Магазин закрыт. Магазин закрыт, когда официальное время. Смотри, видишь, мне опять говорит. Иди, говорит, давай сюда, вот сюда, вот, говорит, выходи. Я говорю, я говорю, не надо, дядя. Не надо, дядя! Вот закончится. Ну, Здравствуйте, хотели вызвать сотрудников полиции. Быков. Магазин Смайл. Приобрели просроченный товар. нет. Сейчас, Оксана. Тенистый бульвар 13. Все, ожидаем, спасибо. Ну выйдите. Видите, да, то, что лицо грустное. Вот в этом кадре, да, Джонни Деппа, видно, что лицо немного приуныло. Когда взгляд в одну точку, это значит, что скоро произойдет водород. Нет, рано! Нет, я стою, думаю, я говорю, господи, я говорю, дай бог терпения. Я в этот момент это говорю, пожалуйста, я говорю, отче наш, я говорю, пожалуйста, я говорю, сделай так, чтобы, я говорю, у меня терпение хватило. Я говорю, а то уедем все. Ну выйдите сюда, пожалуйста. Зачем ходить по Опа! Быканул опять. залу? Да мы разберемся, мы сейчас еще походим, просрочку поищем. Магазин закрыт. Магазин был открыт, я зашел. Сейчас он закрыт. Так это не работает. Ну, пускай не работает. реально так Вы купили, да, не проблема. Купили, Просто, пускай. понимаешь, ты позоришься, когда днем дети к тебе прибегают и говорят, что «Ой, папа, они приехали, все». Закрывается магазин сейчас, опять мы приходим. Было просроченного товара. Не Нет, знаю. сейчас довеселить, сейчас приедут УВД, сейчас посмотрим, кто будет. Пускай приезжают, конечно, вообще не проблема. Меня еще выгоняешь, что забрался с магазина? У тебя магазин открыт. На ты не переходили. Я не Переходили. уважаю тебя, ты Ну, торгуешь. Тебе уважения нет. Ну и не уважайте. Просто я говорю, Я не тебе Обиделся. Ушел. А он, гадость, перед этим тыкает. Тыкает. Ты что, руки хотел ко мне протянуть? Пакость. Ты говоришь, а чуть ты не на вы? Я говорю, сейчас я тут все бросил. Я говорю, да, вот лег тут прямо вот на полу, на грязно. не стыдно, когда у тебя конфликтная ситуация в магазине? Нагнетает. Опасность какая-то, возможно, есть. Я не хочу. Хулиганы, по твоему мнению. Всё, да. И ты просто прикрываешься Хулиганы. ребенком, женой, зовешь жену с ребенком. Не стыдно? А чё он? Врать не стыдно, прикрываться женой с ребенком не стыдно, нормально. Да. Но я сейчас Нагнетает. скажу, у вас магазин закроется такими темпами. Ну ничего страшного, закроется. Новый кредит, новый магазин. Кредит взять, магазин открыть. В кредит еще такой магазин Да, открывать. кредит, прикинь, в кредит такой магазин взяли. Это докривлялось с ней. Целый стикер-пак в телеге разошелся, как горячие пирожки разошелся. Видел, нет? В Хартенсайде. Везде эти. Вот это вот, где она там кривляется, рожика корчит. Зараза. Ой, а что здесь? Какашка у вас какая-то, а здесь какашка у вас какая-то. Вы считаете свой товар Ребенком какашками весь? посидите, кредит возьмите. А это, смотри, снимает со стороны. Знаете, как таких людей называют, кто со стороны снимают? Не буду говорить. Ладно, в комментариях напишите. Откройте магазин, а не просто девочка стоит. Ой, это не то, это вообще. Я, кстати, заметил столько комментариев от Артема Вульфа. Я не знаю, откуда у вас столько прибежало. Прям прибежали с барабанами там в комментариях. Сука. Я сижу, угораю. Пишите побольше, я ничего не удаляю. Давайте там. Я сижу, читаю, как в голливудском фильме, блядь, комментарии. Я бы был бы, мы бы, да. Я говорю, иди наливай, Сережа. Я говорю, хватит, нормально все. Нормально. Я говорю, мы съездим за тебя, все хорошо. А ты кредит возьми, походи по дворы, поподметай, полы помой. Да нет, надо посмотреть еще пока просрочку. Ходите по залу, пожалуйста. Просьба отклонена. Язык. Мне не интересно. Я покупатель. А я вот закрыл магазин, я же всем Да мне сказал, плевать, закрыть ты по кто? техническим Ты причинам. кто? Продавец. Продавец магазин не закрывает. В курсе? Нет? Закрывает. На Серьезно? технический перерыв имею право. Продавец закрывает. Технический перерыв туда вот повесь. Сейчас. И когда я подойду к двери, тогда будем разговаривать. У меня джип в Москве. Упал, отжался. Я тебя сейчас сделаю здесь. Дай 2 рубля на проезд. Да. Леха, морская пехота, знаешь, нет? Власть-то меняется. Шо? Нормально все. Уже на меня голос Обиделся. А чё он? повышать будешь. Я ни на кого голос не повышаю. Еще в угол надо было поставить. А чё он? Я стоял, я вообще никого не трогал. Нашел там 150 этих килограмм просрочки. А чё он газует? Да, здравствуйте.
У нас в магазин зашли, да, снимают. В магазин просроченный товар. Тенистый бульвар 13, уже наряд вызвали. Нарушители снимают. В магазин зашли, снимают. Вот объяснение. В магазин зашли, снимают. Да. Чтобы нужные приехали. Да? Чтобы нужные приехали. Решатян Саркис Самвелович. Я же попросил, не ходите, пожалуйста. Просьба отклонена, все. А то это такой цирк. Ребят, для вашего понимания, сейчас уже 10 вечера, около 10 вечера. Да. Мы днем сюда приезжали, нас увидели дети маленькие, двое мальчишек, сразу подбежали. Да-да-да, это Леха 2. Это вот в комментариях вы мне писали какого-то Леха 2. Я сначала не понимал. А это Леха 2 иногда выходит, да, изменяет. Когда пена в округе начинается, короче, да, понял, пенная вечеринка. Я говорю, не надо, Леха. Он говорит, да, я один раз. Я говорю, не надо, пожалуйста. Я говорю, ты культурный человек, тебе 36 лет, 7 ноября стукнуло давеча. Я говорю, пожалуйста, прекрати. Он говорит, я хочу... Я говорю, не надо, пожалуйста. Вот здесь не получилось у Контри, да. Бежали, сказали, а у нас уже был наш агент в магазине. Папа, они снова приехали, магазин закрывается, всех выгоняют. А кто он такой сказал? Здесь вообще ничего такого не было. У нас днем магазин закрыт. Опять, смотри. Начинает. Вы понимаете, что днем наш тут Опять агент был, к начинает. сожалению, и все зафиксировал, как магазин работал, Агент. мы продавали товар. Все, закрыт, свет выключен, спрятались. Я стояла на кассе, он продал товар, а передо мной был мужик. Я этого лысого в Химках видал. Деревянными членами торгует. Ай, молодец. Молодец. Вот, пожалуйста, наша школа. Хоть записывай сразу в заявлении. Все четко, молодец, стелет. Подходит мальчик, он говорит, Ну, пап, подходит там, мальчик, говорит, щас всех вещи сдаст. на парковке стоят, говорят, я их не видела. Вот это да. Я вам ничего не продам, магазин закрыт. Они есть, Мальчишка лет 12. Ах, вы два. Все понятно. Высокого роста. Кто Всё не понял, понятно. мы приезжали к ним в тот же день, только в более Тот же раннее час. время. И рядом с парковкой ходили два школьника, Вот он. которые патрулировали ситуацию вокруг И магазина. тут два школьника. Один с черной сумкой, второй тоже получит, да. Осуждаю. И как только они нас увидели, они сразу побежали в магазин говорить, Ага. что мы приехали. И само собой, этот лживый продавец сразу выгоняет Лживый покупателей, продавец. одним из которых был наш агент, и закрывает магазин Агент. прямо перед нашим носом. То есть, Кто? представляете, насколько это гнилые люди? Да, агенты там у нас. Сильная организация. О, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вот тут как бы по глазам все сразу понятно. Все встает на свои места. Они, по нашему мнению, Серега, заводи танки. Жена уехала. попросили детей патрулировать территорию вокруг магазина и высматривать нас. Конечно, зачем закрывать магазин на день, убирать просрочку и некачественный товар, когда можно работать, не терять прибыль, просто в случае чего быстренько закрыться. Ну, вы, в принципе, привыкли уже врать, да? Вам не впервой. Мини-маркет, Тенистый бульвар. А это что за пакетик? А не знаю, какой-то неопознанный пакетик без маркировки, без всего. И еще тут такие неопознанные. А это что такое? Они все какую-то милицию вызывают. И ты не знаешь, что милицию, может, где-то еще работает. Там столько денег эти сверху потратили в свое время. Говорит, сидели, пришли новые умы, говорит, а давай мы, короче, давай что-нибудь сделаем. Такое, чтобы вообще все охерели, а давай. Один сидел, говорит, нас всех выгонят, нас всех посадят. А давай милицию в полицию переименуем. Да давай! Молодцы. Все изменилось. Коренная реформа. Как приходили майоры, так и приходят. Но, между прочим, все чаще видим адекватных, нормальных ребят. Да. У нас, правда, нет таких, да. У нас все нормальные ребята. Ну, нормально. Так, Просрочено? До 07.06.23. Ох ты. С чего это? Потому что читать умею. С чего это? С того это? И цифры знаю. Ну, это просто вместо того, чтобы просрочку после вчерашнего нашего визита убрать, вот это показывает отношение людей к покупателям. Вместо того, чтобы убрать просрочку, они устраивают цирк, а просрочка Лысый усугубляет без того усугубленное. По факту. так продолжает реализовываться. Мы сюда приехали днем, ребят, для вашего понимания. Днем его предупредили дети, потому что увидели Ты видишь, я не спал ночью, синяки под глазами. Кстати, у меня нет таких синяков. Я не знаю, эти ваши айфоны снимают. Мне люди говорят, что болеешь, что ли? Я говорю, не болею. Я не знаю, что он, как он там снимает так. нас с Лехой и узнали. Сейчас не успели. А сейчас мы подъехали по-быстрому, сразу к входу, не стали медлить. Было предположение, что они все-таки, прежде чем по новой открывать магазин, не будут открывать магазин. Ехали и гадали.
будет ли закрыт магазин? Вот хватит ли? Потому что я эту историю вообще вчерашнюю, я ее так краем глаза посмотрел, мне Артем рассказал. Но то, что вот такое вот здесь исполняется, это новенькое что-то. Да, мы думали, открыли они магазин или больше не стали сегодня открывать. Но сказал. все, что... Как панда, не говори. О, Тёмыч, здесь тоже синяки, у него тоже в реале нет синяков. Воскресенье возьмет верх. Воскресенье. А. Понимаешь, попродавать вот это вот, всю вот это вот. Вот это вот. Количество людей. Понимаешь, алкашечку толкнуть, еще что-то где-то толкнуть, я не знаю, если она продает. И тут Остапа понесло. Извините, пожалуйста, я не хотел. Или нет. Сам Вон холодильник. Все, вот оно, пивко, понимаешь, воскресенье. Это бабось. Плевать. Желание заработать взяло вверх. Сейчас идут потери денег, понимаешь? Даже сейчас, ты говоришь, закрыт был магазин, мы пришли, зафиксировали, как Потери, ты попал потери. человек. Просто врать некрасиво. Вроде уж взрослый человек, а все врешь. Я не хочу ни с кем ни о чем разговаривать. Вообще, понимаете, к чему это может все привести, а? Лех, подожди. Они все равно ничего не поймут, скорее всего. А мне надо кое-что очень важное сделать. Олег, давай сейчас. Настя, это тебе. Что делаешь? Это в честь чего? А что, обязательно должен быть повод, Смотри, какой красивый здесь. чтобы порадовать близкого человека. Тем более, сервис Орландо доставки цветов Блум. Floor to You дарит скидку 40% на первый Сколько? заказ через приложение по промокоду WOLF. Ну и я просто не смог удержаться и не подарить тебе такую прелесть. Спасибо большое. Он такой огромный, красивый. Мне так Здесь 2 раза перезаписывали, я как конь ржал стоял. Он такой огромный, красивый. Баба из-за прилавка такая, опа, чик-чик-чик, что там такое? Молодец. Хороший текст, да. Пол магазина напряглось. Стоят там в углу у виноводочного, такой огромный, красивый. А что, молодые, что нет? И, кстати, ты представляешь, при заказе по моему промокоду WOLF 101 короткая роза обойдется неожиданно, всего лишь короткая роза. 3454 Сколько? рубля вместо 5590 рублей. Вот если бы мне вот эти цветочки написали, очень красивый, кстати, этот букет, да, у вас мне понравился. Это так все как-то вы там это сплели, сделали. Если что, я даже вырезать вот это не буду. Там заколдыбенили. Вот это в разные стороны. Все, ты видел за сколько? Нет? Также у Floor to You бесплатная Как ты думаешь, прокатит? Нет, напишут. Могу. доставка в 160 городах России. Сколько? Вам пришлют фото букета перед доставкой, ну и также у них гарантия на все букеты 5 дней. То есть, если в течение 5 дней букет завянет, вам его заменят. Причем На 5-й день, на утро. Каждый 5-й день звонишь, говоришь, блин, что цветы что-то слабо. который вы сейчас видите на своих экранах, и получаете 40% скидку Сколько? на первый заказ через мобильный. Он девочкам нашим в чате красивым, вон маме в чате сидит. Красивые, да, зараза. Приложение по моему промокоду Цветы, дарите WOLF. цветы Ну эти. и да, ребят, также я оставлю для вас в описании промокод на скидку 15% на повторный заказ. Сколько? В общем, ныряйте в описании. Ну и Я бы радуйте сейчас, конечно, своих нырнул близких бы. такими прекрасными, красивыми букетами. А мы продолжаем. Ну вот, Леха берет Первый попавшийся. до 04.07. Я, кстати, правда, я им честно говорю, первый попавшийся. Это не монтаж. Это потом подумайте, скажете, это правда. Я с витрины беру и говорю, о, вопиющий случай. Молы. Вторую берет до 04.07. Мы же обещали, что мы вернемся. Мы Пожалуйста, свое слово сейчас сдержали. начнется Настолько здесь. да, пожалуйста, что двери закрываются прямо перед нашим приходом. По команде. Вот зрителям обращаюсь, понимаете, ребят? Чем Вон, да, Миралики возьмите, подарите букет цветов. У него жопа красивая. Да, в закрытом телеграм-канале, между прочим, да, в нашем сидит. Да, так что держу в курсе. отличается умный человек от вот... Не хочу никого оскорблять. Умный человек, как мне кажется, давно бы уже понял ошибку, признал, что да, неправильно. Извинился. Тухляк, извинился. Извинись! Бы. И все. И на этом конфликт был бы завершен. Так а что? Ты от меня требуешь только извинений? Я сейчас, да, сейчас начинается. Ты давай тут это мне тут эти зубы не заговаривай. И все? Да уже от вас ничего не нужно. Мне, говорит, только извинения требуется и все. Нет, надо 2 раза извиниться. Вы вчера уже концерт устроили. И вот этот цирк с выключением света. Сказали бы там, да, ну признай свою ошибку, там, да, у тебя есть просрочка. Так она в любом магазине есть. Да, мая. Жду Ну что, на цветы, 2 месяца но- просроченное пивко нормально. Я как бы В любом тоже жду. магазине нет, не в любом. Ну, во многих, скажем так. Это плохо, что во многих. Должна быть другая тенденция. нужно ориентироваться на лучшее. смотреть на... Вот это правильно. Вот это правильно. Вот мне так бывшая тоже сказала, хлопнула дверью и ушла.
многие, которые нарушают. Да и понимаю, у вас магазин был бы как Дикси, не знаю, Пятерочка, Глобус. У вас магазин 2 на 2. Ну серьезно, тут 5 шагов от стены к стене. Нормально. Просто. Все, весь магазин. Больше ничего тут нет. Все. 5 шагов комната. Смотри, тоже до 04-07. А, Другой нравится. вкус просто, с перчиком. И это до 04-07. 12-22. Ничего себе! Вот оно. Просто смотри. Вот оно. От декабря 22 А если б я зефирки купил, а я могу, пока вот сейчас, да, не занимаюсь, могу зефирки, да. Насколько же оно просрочено-то? 90, на полгода. А если бабуля? Беззубая. года, срок годности 90 суток. Вот оно, зефирчик. Да, это не зефир. Это зефир. Он настолько твердый, как будто печенье уже. Ой, холодильничек закрыт, сосисочки в нем просроченные лежат. Если они сами не хотят очищать свой магазин, очистим его мы, при этом придадим это все огласке, ну и они получат свой штраф. Самое главное, как я всегда говорю, вот для таких барыг, штраф им, ну, выплатят они этот штраф и все, и забудут. Самое страшное – это общественное порицание. То, что их соседи, то, что их знакомые увидят, как они ведут свою деятельность. Самое страшное сейчас будет впереди, когда Орландо Блум, как говорится, начнет. Да. До 06-07. Леха там клад нашел. Клад, склад. Вот он. Просто отсюда снимай. Я, говорит, короче, в маргарин залез, по самое не балуйся. Давай, говорит, и тебя с собой затащу. Давай, говорит, вместе в маргарин влезем. Молодец. О, приправ. И люди тоже на ровном месте, не зная, не разбираясь, сразу как, блядь, снимать что-то начинают. Это бестолковые. Ну. До марта 23 года. А вообще есть свежая приправа, интересно, здесь? До марта Есть. 23-го. Опа! Цыганочка с выходом. Здравствуйте, мои дорогие блогеры. Вот оно, вот оно. Здравствуйте, мои дорогущие. И что ты тут выбираешь, мой дорогой? Волков Артем. Вот этот человек вчера меня довел до прединфарктного состояния. Да, я видел, какое прединфарктное Ой, состояние я было. зафиксировала. Я в шоке, прикинь. Мне-то Тёма ничего не сказал. Я, короче, в шоке. Я говорю, здесь сейчас вообще будет просто разрывная. А я стою за прилавком, прикинь, и у меня как его тут, просрочка на просрочке, и она влетает. Вот это вот начинается. Я говорю, я говорю, это ж мой клиент. Я говорю, добрый вечер. Сейчас я там да. Сейчас начнется. Да. Фиксировала? Вот, мне Фиксирую. просто нужно будет... Опять позвал прикрываться женой и ребенком, да? Ну ладно. Напоминаю, что в конце предыдущей части данный мужчина попросил Камера потрясающая, мне очень нравится. Я только на такую тоже буду. Заброшки снимать только на такую. нас покинуть магазин, А так чё? как с его Нормально. слов у данной женщины по совместительству директора магазина заболело сердце, и ему срочно нужно было бежать ей на помощь. Тенистый. Да, это он в той серии, да. Ей говорит, плохо, все, я бегу, ребята, давайте, я бегу. Тенистый, дом 16. Бегу, все, плохо. Но как только мы покинули магазин, он передумал куда-то идти и сказал вот это. Если бы у меня бы девушке было плохо, у меня пятки сверкали, я бы бежал. То есть, по нашему мнению, это была жалкая манипуляция. А мы уже видели ваше видео, как вы людей провоцируете. Угу. Да вы сами провоцируетесь. Правда? Мы не провоцируем. Я хочу просто снять этого человека, чтобы, по-моему, милиции Чел стоит вообще не в понятках, что происходит, Кир его знает. показать. Да мне кажется, кадров много со мной в интернете. Болтоновый профиль, рост снять. Вот, Мне кажется, я во всех Вброс. ракурсах есть в интернете. Вы бы лучше беспокоились, что у вас просрочки столько. А вы кто? Какая служба? Покупатель. Вы Роспотребнадзор у нас, что ли? Вот это молодец. Ну, дословно, что Роспотребнадзор. Дикция потрясающая. Покупатель. Хуже. Жалко говна только столько в магазине. Вот это да. Народ, да. Народ. Человек, Вы который не голосует народ, рублем. Вы не народ, потому что я смотрела ваши ролики, Так. и вы людей там унижаете. И все вообще во всех магазинах, все у вас говно, все дерьмо. Как можно это жрать? Фу, говно. Фу, да, это можно жрать. Сидите, бегайте. Вы откуда вообще? Вы что, на Ну вот с этим товаром я согласен на самом деле. Да, вот я вам контент, им подняла, подожди. Смотрите. Ну, А это хороший товар. поднимаю. А это хороший товар, да? Вы говорите, это не говно, это хороший товар.
Просроченный хороший товар. Да, просроченный хороший товар. Вот мы и поняли, как работает данный магазин. Вы закроетесь так скоро. А кто вас послал, что вы закрываете нас постоянно? Вы сами себя закрываете. Подождите, а кто вас послал, что вы нас Нас послал глаз народа. закрываете? Меня никто не послал. Оценка 1.1 в этом, в ГИСе. Я залез, говорю, эй, молодцы. Я говорю, ребята, там это... Педали крутят. Я говорю, молодцы, молодцы. Послал кто-то, что вы второй день сюда приезжаете и мне нервы трепаете. Вы утверждаете, что меня послал кто-то сюда. Внимание, ни с кем не надо. Вы утверждаете, что меня послал кто-то сюда. Ну, давайте договорите. Давайте, наговаривайте. А теперь у нас переучет. Вышли все с магазина. А теперь можешь сама выйти из магазина. Переучет. Я не разрешаю здесь вообще ничего брать. Я здесь. И, внимание, в самый критичный момент, когда уже нагнетение максимальное, появляется он. Если не разрешаю вообще лазить. Ты не покупатель, понял? А кто я? Как ты вчера тыкал мне, и теперь сегодня тебе тыкал. Ты А кто понял? я? Ты? Да. Ты просто блогер, который снимаешь и обсираешь людей. Вот кто ты. Да это вы который обсираете людей. зарабатываешь деньги. Это вы обсираете. А там в Heart Insight уже крупниками, видели, кружочки записываются. Я стою, я говорю, молодец, я говорю, смотри. Соседи, когда еще продают что? такой тухляк. Соседям, Когда реализуют когда тухляк. мы соседям продаем, мы говорим, если вдруг что-то не так, приносите, мы обмениваем, все понятно, и возвращаем. Гениально, гениально. Если кто-то, да, дошел до магазина, а клапан не прорвало, значит, мы поменяем. Деньги. Не такие Изначально. вот такие, как- А если человек не увидит срок годности? Что? Если у человека будет плохое зрение, будет ребенок. Пройди туда, пожалуйста. Вот у тебя ребенок. Слушай, Вот он вот посмотрит у тебя сроки годности. нету ребенка. Вот он купит вот такие вот сухарики, он посмотрит сроки годности. Вот и все, выйди там лучше постой. Когда говоришь на языке фактов, сразу все. Понимаешь? Когда говоришь, вот у тебя ребенок, вот сухарики, ну вот он купит, он отравится. Тебе приятно будет? В твоем же магазине купит. Она говорит, вот, если что-то не нравится, соседи приходят, и мы говорим, чтобы они возвращали. А вот человек Я понял, что здесь просто необходима тяжелая артиллерия, и я решил подготовиться максимально. А если съест плохо, а вот он даже не узнает, от чего он выкинет упаковку. Да это понятно. Ну что ты тоже Да я сейчас начну. С ним просто Я сейчас поговорим. раздеваться Ну, начну он такой здесь. умный, мне просто интересно. Плохо быть умным, бывают такие Да, люди, вот просто мне представляете? интересно, да, вот такие умные люди, хочу с ним пообщаться. Ну с ты этими- цирк сейчас делаешь для них тоже. Так я хочу им Ну, поднять вторая цены. часть Они пошла. вторую часть приехали снимать, я же им поднимаю вторую Ну я часть. тебе 100 раз говорю, выкини. Заметили, да? Есть для этого орган. Видели, да, как машина затерялась в прилавке? Вообще не видно. Ко мне вообще никто не обращается так хорошо сразу. Ну это они без тебя разбираются. Ты что, Чисто припарковалась просто машина, да. в чем А я разговариваешь? ему не разрешаю лазить по Пускай поводу. лазит. Нет, я ему Пускай не лазит, да, разрешаю. да, Он не Охотник покупает, а какой, а? просто лазит. Он не рос под Пожалуйста, я вчера ни с кем не ругался. пожалуйста. Любой покупатель может делать проверку вашего магазина. Если бы изначально вот сказал бы, как Нормально вчера, ты не зашел. Все, видите, да, вот это? Вот это. Это вообще не к добру. Это уже значит то, что уже прям вот этот взгляд в одну точку и прикусанная губа, это вообще не к добру. Запомните, что рано или поздно именно с этого кадра начнется такой контент, что просто шапки полетят в разные стороны. Я вам серьезно говорю. Да, там сразу Леха 2 приходит. Поехали. Зашел как придурок. Оксана, Опа. Я говорю, по кадру очень забавно наблюдать. Правда, я когда смотрю сам на себя, говорю, «Ебать, я что ли? Я в жизни добрый человек. Я никогда вот так вот это вот, все вот это, я не знаю, как так вот. А что, она назвала, обзывается? А как придурки заходят? ну, Поплыла мадам. этого магазина. Это здорово. Вы видите? Ну я вижу. По если делу? чё- Так Поехали. мы не По делу? успели даже, ну пацаны. Ну по да, делу, ну закрой. Магазин открыт. На полдня закрой магазин и убери все. Вчера этого не Вопросов было. нет, так Согласись, сказали бы, ну, я согласись. сделаю, соглашусь. Зачем мы должны что-то говорить? Пацаны, Ну вот факт. вот смотри, по-человечески, вот ты мне сказал, я тебе отрицаю еще что-то. Я Вчера по-человечески. пришли ребята. Вас не смущает, что это просроченный товар? Испорченный? Вот это тоже просрочено. Все просрочено. Ну, просто не надо было открывать его. Ну что, сложно А, было это Мы не сделать? успели, пацаны. Ну, у тебя Вот два, верите, три полки. полдня, Ну, три вот, все, полки. по Ребят. больнице, как На говорится, 3 полки. не 3 полки, пацаны, много тут, поверьте. У меня времени не Мы здесь было. работаем Мы вдвоем. вдвоем, поймите, у меня были зачем У меня открывать ребенок, магазин? у меня Зачем открывать магазин, если у вас такой товар на У прилавках? нас потому что куча кредитов, пацаны, надо платить аренду, надо платить все.
как я могу закрыть? Вот объясни. Вот сейчас ты закрыл. Вот сейчас мог магазин работать. Мы стоим, все. Сейчас сколько вечером? Ну, мне не хочется Возьмите, работать. закройтесь, вычистите Вопросов вот нет. все это. Всё, вопросов При нас вот здесь все выложите, порежьте весь этот товар, и мы уйдем. Вот Вопросов это нет. товар сейчас порежу. Не, сейчас уже это не надо, мы уже Просто полицию вызвали. возьмите, Все, ну, на вы будущее. сами Мы уберем, вызвали я вам полицию. честно говорю, уберем. Дайте нам срок. Ну, дайте ну, просто нам посмотрите, срок. как это. Срок вам был сегодняшний Я день. не злая, я вся на нервах, потому что я не высыпаюсь. Мы вдвоем работаем. Нет, Просто скажи, как зовут? Это ваши проблемы, нам не надо этого говорить. Нет, времени не надо, нам давай, ты видишь, я по-нормальному пришел, будем говорить. Мне интересно с вами уже по-нормальному. Это ваши проблемы. Я не исполняю. Ну зачем ты? Я Ты спокойно разговариваю. видишь, ты меня на Нет, голос с тобой нет. Нет, потому что вы начинаете ходить по залу. Откуда я знаю, что это Ходить по залу, мы ходим по залу, потому что мы все вот это Ну, говно давай, вытаскиваем. давай так, по чесноку. Да. Говоришь, уберите, убираем. Вопросов нет. Специально мы это не Ребят, делаем. вопрос вообще в другом. Вопрос в человеческом отношении. Я готов. Когда из нас, я слышу вот готов. эти вот слова. Женщина... Еще раз там, говорю, смотрите, люди травятся. Вы не понимаете даже, понимаю. какое количество. Ну давайте, дайте нам время, скажите, там 3-4 дня, уберите. У вас всё. был Мы сегодняшний сегодня день. днём Да. приехали. Вы закрыли магазин Пацанва сегодня. стоит, бежит. Пацанва стоит, Я да, зафиксирована. работал Я у лежала вас. в больнице сегодня. Вы что, не не приколисты? буду. Нет, серьезно, мы ездили в больницу. Сегодня. Пацаны, подождите, давайте. Мы днем здесь были. У вас А я был открыт понял. магазин. Я стояла на кассе, он продал товар, передо мной был мужик, подходит мальчик, он говорит, пап, там, говорит, эти на Там парковке эти. стоят. О, так сказали? Говорит, девушка, извините, я вам ничего Ладно. не продам, магазин закрывается. Пацаны вас просто предупредили, успели, вы перед нами Да. закрыли Ладно, магазин. давайте. И вы опять его открыли, Ладно. не убрав. Ну, есть факт. Да, Есть. ну, давайте так. Убирать это все или не убирать? Сейчас ничего не надо убирать, уже сейчас полиция приедет. Сейчас всё. полиция приедет, да, ну... Потом просто уберите. Естественно, убрать. Мы не приходим к личной кому-то. Просто про срок уберите, все. Вопросов нет. Все. Ребят, больше вопросов не будет. Я никогда ни с кем не пытаюсь конфликтовать. Мне это точно не надо. Если бы я хотел бы конфликтовать, я бы вот этим не занимался. Просто мы адекватные же Реально люди. культурный, ну ты нет, ты не культурный, реально. Вот это правильно. Кто смотрел предыдущие части, знают, что не этой женщине Да, говорить за сейчас, культуру. давай, теперь оправдывайся, да. Слышал, что сказали? А если бы она еще сказала, что я красивый, вообще бы сейчас на корню бы все тут закончилось, да. Я бы встал и ушел. Просто Да, они это решили сменить в ключевое очередной слово. раз тактику и на этот раз занять позицию жертвы. Хотя все мы помним, какая была агрессия с их стороны Не в прокатит, первых двух не-не-не. частях. Так не Просто работает. Леша Хардплей на момент записи этого видео еще не знал, что было в предыдущих частях. А он и не знал. Магазин может быть вонючим. Поэтому пытался с ними общаться как с адекватными людьми. Хотя с их стороны мы такого общения до этого не видели ни разу. Я это не открыл для того, чтобы торговать простушкой. Не успеваю. Я вижу, я не отрицаю, я отрицаю. Ну не такие-то потери огромные. Да выкину Ну, вопрос. уже позориться, надо Я стать серьезно говорю, выкину. Готова выкину. все перелопатить. Мне так нравится, когда в параллель со мной каждый раз кто-то что-то начинает говорить, меня прям это вот немножко даже, ну, заводит, честно говорю, да. Да, только не в том плане. Сейчас, а с тобой вообще неприятно разговаривать. Начинай. Иди отсюда. Я ну реально... Что сюда? Я не отрицаю, пацаны, выкину, я вообще вопросов нет. Мы пришли, я У говорю, меня- мы же не я еще приходим раз- к тебе просто так. Я еще раз говорю, у меня Кому? семья, то есть это сделано детей кормить, а не каким-то Мои дети воровством. сюда придут, А у я меня понял. два пацана. Вопросов нет, выкину. Посмотри, ну, вот, эти. прозевали этот Вот он момент. пацан возьмет, придет вот эти сухари, понимаешь? От сухарей ничего не будет. Он возьмет этот зефир, потом он будет лежать в больничке. И я к тебе потом приду с этим зефиром, скажу, он нажрался зефира. Ты мне скажешь, а где? А чеки, не чеки? И потом не докажешь ты ничего. вопросов Это нет. факт. Я Понимаешь? говорю, ну, всё, У меня я- тоже 2 и 9 лет пацанам. И что теперь надо? Ну, я опять же, я тебе Ну здраво надо реагировать на критику. Тебе пришли сказать, так, все, выходим, все, технический перерыв. Перед кем вы щелкаете? Сейчас приедет полиция, даже если знакомые, они туда же усандолятся. Посмотрите выпуски, посмотрите, людей увольняют с работы. Из-за тоже, вот из-за знакомства, из-за побратимства. Посмотрите крайние выпуски. Уволили пол отдела оттуда, к чертовой матери выкинули. Вы работаете, вы же не где-то, черти пойми где работаете, это Подмосковье ближайшее. Вы что творите-то? Немножко просто тоже меру надо знать. Нашли, вот, сказали, ребят, все, факт есть, все, вопросов нет. Ну, я уже сказал, Но вы же я сами не знаете, отрицаю. сколько здесь. Я не отрицаю. Ну тут можно копнуть. Но тут вообще атас сейчас Я сейчас копну. будет. Дайте полки нам не несколько хватит. дней, мы все переберем и выкинем. Не вообще вопрос. 100%. Но я еще Я раз обещаю, говорю. лично я. А че он меня довел-то? Начинает тут это. В эти несколько дней магазин должен быть закрыт, понимаете? Не открыт работать, продавать дальше, а закрыт. Ночью, мы ночью все Всё, переберем, уберем. хорошо. Значит, сейчас зафиксируем все и все. Да, на будущее будете убирать. А че он? Да, 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 ну, я доводит. думаю, по делу все. Вот с этим тоже. Смотрите, как это все хранится должно вам на будущее. Это все, это вот такая карусель, она тоже не работает. Когда был надрез, когда, что. На каждом товаре должна быть Все это непонятно когда. Обращайте внимание, ребят. Когда колбасятина вот так вот лежит, ее могли отрезать чем угодно и как угодно. Может, топором.
Может, еще чем-то. Может, 10 дней назад. Чё? Когда вы его порезали, дата изготовления, срок Потом годности. наешься, будешь сидеть. Кракена кормить. Аккуратнее, ребята, аккуратнее. Смотрите всегда, что там отрезают, подрезают. Условия хранения. А? Руку куда не сунешь, везде габелла. Выкиньте его, все это позор. Да. А сюда просто наклеить Я маркировочку. помню, также одной говорю, слушай, руку куда не сунешь, везде габелла. Здесь просто маркировки. Я всегда слушаюсь, когда мне что-то... Это по Ну, факту. я не Это по вопрос. факту. Яйца тоже По факту. самое. 25 суток хранятся в тепле. Где маркировка на яйца? Когда они изготовлены были? Технически Я сейчас спрошу у чата, где маркировка на яйцах, а? Где? Покажи. регламент откройте таможенного союза. 22-2011. Откройте, почитайте. Там прям все расписано подробно. Мой закрытый сейчас. Вот он, мой хороший, ну, пятница. Ну, как? Ну, конечно, тут. У нас 100% интереса нет ни с кем конфликтовать. И мы-то Я так же. Там катка уже заведена, но взвод ждет. У нас тоже не Мы уже с одной стороны уехали вынужденно, поймите, и не хотим с другой. Еще То раз есть мы с говорю, ДНР уехали из-за я того, что все там ситуация понимаю. такая. Вы сами прекрасно понимаете. Приехали, будьте любезны. Так же, Ну, как и я бы стараемся, куда-то бы пацаны, приехал в любую стараемся. другую страну. Ну, сам видишь, как Я плохо говорю, стараетесь. стараемся, на Плохо. полном серьезе, мы не Ну, спим. сейчас даже, плохо. это нормально. Ну, я Сейчас понимаю, плохо прозевали, стараемся. моменты есть. То вам надо просто порядок навести в магазине. Нет, Я уверен, там наведем и в детском порядок. питании, Я сейчас могу. и везде. Мы сейчас можем это все прекратить и все, просто дайте нам время. Ага. Ага. Это вот, да. Чтобы мы не торчали. Вы сейчас вызвали. Причем, если бы они это заранее сделали, то есть, ну, по-человечески, даже я бы зашел, я бы Тему попросил. Он бы, ну, прислушался бы. Не то, что послушал, прислушался бы. Тема очень адекватный, на самом деле, человек. Ну, я бы ему сказал, Тем, давай завернем, все, давай не будем там какой-нибудь на бусте выложишь и все. То есть, ну, на бусте это по ссылке внизу в описании, да, естественно, то есть инсайды, там все остальное. Вот. Спасибо, кстати, кто подписался в тот раз. Вот, а это, когда уже такое завертелось, когда уже обезьянничают, ну, все. Вопрос вот в чем. Но мы можем отменить же, по-хорошему, нет. Можем. Не знаю, кто вызывал. С вашего... Я вызывал. Вы вызывали, я вызывал. Можем же отменить, и, в принципе... Нет, мы отменить Надо не можем. Мы фиксировать. лучше напишем заявление по вчерашнему факту. Да. Зафиксируйте. Товар, маркировки на русском языке никакой нет. Если покупаете товар какой-то, да, где-нибудь там, если по-русски нет ничего, это сразу габелла будет. Ну, вот это обычно. я первый раз слышу, честно говоря. Это, Я ну, даже не знал. Ну, вы сами подумайте. В чате люди пишут. Мужик не интеллект качал в линяге, а хитрость. Перк прокачан, а тут все. Просто там ничего не понятно. Не знал. Можно все-таки вас попросить свет включить, чтобы было удобно Конечно, сейчас смотреть? включу. Сегодня не было сцены в нескольких актах. Ну, главное, что понимание, осознание пришло. и всё. Да. Вот эти вот то же самые вещи, если интересно. Вот эти вот все штуки, за них тоже наказывают. Маркировка с датой изготовления, срок годности, условия хранения, названия. Реально с вами очень приятно разговаривать. Вы просто не нервничайте. Здесь Ну, вопрос. просто он не очень так хорошо себя вел, крики писали. Ну, самое главное, что все Вы поняли. объяснили все прям вот как по башке стукнули. Просто Это и все. в этом деле как бы мы новички, мы вообще вот вы рассказали, мы вообще ничего не знаем. Да ничего Понимаете, глобального. прежде чем открывать магазин, надо изучить. Не мы это должны вам Там рассказывать, есть- вы должны сами это есть изучить. Маленькая книжечка совсем, вы просто гляньте. Но я говорю, там регламенты. Что У там меня- еще, Тём? Слушай, у меня на Бусти и на Патреоне, Кстати, у меня есть моя личная правовая база со всеми статьями и законами, которые могут пригодиться и продавцам, и Да, у меня там тоже все есть, прям все там. Это спасибо еще раз, кто подписывается, кто копеечкой поддерживает. Мое пожилое почтение, да. Спасибо. покупателям, и полицейским даже. информация Поэтому, бесплатная, если... Если вы Вы, говорит, с Артемом, как этот хороший и плохой коп. Ну да. Ну, главное, что действует. Действует, да. действительно интересно, Артём, можете оформить подписочку. сказали, то знаете, мы бы с удовольствием даже это сразу бы достали сегодня и читали. Но я вам реально настоятельно рекомендую оформить подписку на А Бусти. там уже звонят. Видел уже звонок оттуда? Говорит, ну как там дела? Я говорю, все нормально. Мы рядом. Я говорю, хорошо. А как? Ну, вот так вот.
Пусти. Не очень хорошо. Либо на Уважаемые люди, да, оттуда там, да. Патреоне. За 500 рублей всего лишь стоит подписка, но там прям вся информация со всеми статьями и законами. Книжка ваша называется. Правовая база. Ну, правовая база Артема, да, Волкова, что ли? Правовая база Артема. Или просто? На Бусти зайдите. Вы найдете, я думаю. В описании под каждым видео. Нет. Короче, надо туда подписаться, да. Мы тоже сразу не потянем вдвоем. На самом деле там немного. Если вы действительно... Здесь хотя бы нам это Ну, прошерстить. реально вдвоем у нас... Вот сейчас человек нас шерстит. Вот уже сейчас он... Но вы поймите, у нас же еще в коробках это все. Но я поэтому говорю, за одну ночь, чтобы это все. Вы тоже прям вот, как бы ножом, знаете, режете, говорите, закройте магазин. Ну, Смысл в не том, люблю что просто впустую мы вставать. пришли вчера, вы узнали... Опять начинает. Начинает опять. Только успокоился. Вон, стою, улыбаюсь. Смотри. Вот чтоб он всегда на тебя так смотрел, как я на Артема Вульфа. Да. Согласись? Знали, кто мы, что мы, сразу взяли. Мы даже не думали, вы пиаритесь там. Оксан, зовут его Артем Вольф. Вас не смущает, что это просроченный товар, испорченный? Вот это тоже просрочка? Все просрочено. В раке, каке. Не надо открывать его. Вы бы лучше беспокоились, что у В вас просрочки раке, столько. каке. А вы кто? Какая служба? Покупатель. Вы Роспотребнадзор у нас, что ли? А это хороший товар, да? Просроченный хороший товар. Да, просроченный хороший товар. Да вы узнали, вы сказали Артем Вольф в конце. Нам, поверьте, это не нужно. Подождите, я посмотрела видео, все понятно. Но я думала, вы просто хайпитесь. Да не, как Хайпитесь. Вы сказали, что вы именно людям, чтобы они не продавали просрочку. Мы вчера сказали об этом, что просрочка. Нет, я этого не слышала. Вы бы лучше беспокоились, что у вас просрочки столько. Ну ладно. Да. Когда человек говорит, что ему не нравится товар, в первую очередь нужно смотреть О! сроки годности. Малая, слышь, сейчас заведется. Малая там тоже кидается сразу. Ну, сколько она с Артемом, представляешь? Привет всем. Да, оператор закадровый голос в ночи. Да, она тоже, знаешь, ее попробуй тронь. Сразу, как это, как по улью палкой ударить. Сразу да, маленькая невысокого росточка. Сразу кидается. Молодец, молодец, очень хороший. Этого товара. Абсолютно верно. А не спорить с человеком, почему он вам может не нравиться, и все Абсолютно вопросы верно. Если человек говорит, не нравится О, товар, сразу слыхал? первым делом. Как маячок на будущее. Не нравится товар, это Маячок, да, маячок. он ему не значит, что человек идиот. А это значит, что-то в товаре реально какая-то проблема. Понимаешь, Лех, в чем проблема? Миллион Вчера я тоже человек. самое говорил, что просрочка, за маркировку говорил, от меня просто отворачиваюсь, меня никто не слушал вообще. Понимаешь, я вчера тоже самое говорил. Вообще не слышал. Вот серьезно, никто ничего не слышал. Что вы говорили, вообще не слышал. Большое спасибо за то, что вы нас направили на их путь истинный. Аминь. Вам спасибо, что услышали. Пусть на второй день. Многого не знали, поэтому Вчера они ехали свои ошибки полтора часа. И сегодня, скорее Да, полиция, да. Мы не спешим. Ну, Артем, извините меня, конечно, за мое поведение, но вы тоже себя так немножко некорректно вели, поэтому вы... Я не обидчивый. Моя основная задача, скажу честно, чтобы вы исправились. Я, говорит, не обидчивый. Конечно, говорит, прощаю. Но 2 заявления на На каждом товаре, упакованном в отсутствии потребителя, должна быть дата изготовления, срок годности, условия хранения и название. А вот Состав. то, что вы из-за Извините. прилавка реализуете, то есть здесь стоит продавец, он дает, это вы можете просто показать картонку, вот так вот дать одну и все. То же самое здесь. На каждом должна быть дата вскрытия. Да-да-да, сейчас стадия принятия идет. Уже агрессия была, осознание было, сейчас уже принятие. Сейчас как с гадалками. После вскрытия, потому что срок годности кратно уменьшается. Да, конечно. Сейчас прошел с момента вызова полиции. Никого нет. Люди в чате путают, представляешь, говорит, это что, Райан Гослинг? Это, ну, похож. А вам реально рекомендую правовую базу просто купить, подписку. Это просто рекомендация. Просто там все расписано от и до. И санпины все расписаны, и на что, на какие обращать внимание законы. Я все это сделаю. Спасибо. Вы можете это в интернете в бесплатном доступе на самом деле найти. Не обязательно покупать. Просто у меня это структурировано. Коррупционная тут составляющая сзади начинается. Никогда ко мне не подходите и ничего не предлагайте. Даже за 100 тысяч миллионов. Даже за 100 тысяч миллионов. Вот честное слово, тут идея. Самая главная идея. Никогда. Лучше не надо. Лучше просто просрочку уберите и все. И все. Как решебник, по сути, вот для школьников. И там есть примеры прямо на практике, как какой закон применять. То есть не просто сухой закон, а именно расписано, как на практике тот или иной закон применяется. Мы не работаем, мы закрыты. Успокойтесь, просто почитайте. Я говорю, он сели спокойно. Да, лучше всего, я всегда говорил так, лучше всего успокоиться и перейти по первой ссылочке в закрепленном комментарии. Нет, сейчас начнут люди опять говорить, Леха, это реклама. Нет, возможно, да, но нет. Но если, конечно, кому-то интересно, можете перейти.
регнуться, там 2 секунды, а там... У меня, конечно, правовой базы нет, но там от слова «вин» выигрывать, да, лайн. Английский плохо знаю, короче, ты понял. Да, от 18+, там все, там начинается. Спасибо, кто перешел и зарегался. Там на спорт, на киберспорт, на KFC, на UFC, на что хочешь. Да, все очень удобно. Там рега 2 секунды. Да. Спасибо всем, кто перешел и зарегался. Просто даже зарегался. Пожилой поклон. Спасибо. Там ничего сложного, ничего, там не надо юристом быть. Реально Просто... позорно, что вы столько у нас просрочили. Позорно. Позорно, это мягко Высшее сказано. время, кто там? У меня все руки потом в этих ваших тухляках. Палец сунешь, все, вляпался. Особо и не копался. До Да не, 25-го. надо все ровно. Нет, 0720, срок... Ты хоть раз видел, чтобы чай был просроченный? Я увидел, что чай просроченный. Я говорю, кого? Представляешь? Чай. Я говорю, вы как умудрились чай-то затухлить? годности 36 месяцев. Это партии номер. Девушки в возрасте просто его любят. Да, и я это не скрываю. Да, и, между прочим, мои вкусы, они тоже довольно специфические, да. Да, как говорится, нет, ну, подождите. Эра этого, как этот, бабкой, этот, не Галкин, как он, еще-то один есть, этот улыбается, ездит, да, по всей этой матушке-потаскушке земле. Как он этот... У меня, говорит, то с одной не получилось, то там со второй что-то там получилось, да, там этот... там не Милф Хантер, там этот, как говорится, да, Прохор Шаляпинова. Да, любитель кураги, еще один. Да, ну, все любят разное, как говорится. 07. Как говорил Егор, вот мой оператор, неважно, сколько лет женщине, важно, как она... Что 28 Это номер партии. Номер партии идет. Это не до 25-го года. Давай, я покажу. Подожди, 3 года получается, правильно? Да. До 23-го... До 07-23. Уже 07-23. До. Смотрите, статья 473 Гражданского кодекса. До не включительно. Если товар до 7-го, например, числа, то 7-го уже все, он просрочен считается. А тут получается вот оно. От 7-го месяца 2020 года срок годности 36 месяцев. Пенчик. В 7-м месяце этого товара не должно быть на прилавке. Не должно быть, убирай. Позиции, там 5-6 позиций. И в итоге... Постучала в дверь полиция. Вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой. Поехали. Закончилось, что Что целый больше не надо, полиции скажи, так вот все уже. Нет, полиция нам скажи, не нужна. надо. О, пожалуйста. Вот она. Коррупционная составляющая. Вы в следующей серии, у вас, вот я серьезно, я в тот раз очень попросил Артема, вот по-человечески, я говорю, брат, не тяни, пожалуйста, с серией. Вот запомните вот это прекрасное лицо, 100% будем поднимать вопрос, прошла ли служебная проверка и где он сейчас находится. Я не буду спойлерить, но там вообще песня, там просто песня. И сразу хочу сказать, ваш покорный слуга, то бишь, ну, Орландо Блум, да, скромный, красивый, главное, скромный, в 5-й части себя раскроет, там начнется. Там начнется, я вам без шуток говорю. Вот казалось бы, да, уже все затихло. Ничего не предвещает беды, все. Люди сказали, просрочку уберем, извинились. Там утилизируйте, да, и все. И спокойно заявление написали, все, уехали, да. Но нет. 5-я часть не просто так этот ролик разбил он на 5 частей. 5-я часть это просто потрясающая будет часть. Если не вырежут. Если вырежут, я у Артема попрошу кадры, на бустик себе залью. Вот прям целиком весь ролик я у него попрошу, чтобы он нам сделал, мы сами склейку сделаем. Я не буду это скрывать, что здесь там творилось. Сериал! Ту-ту-ту-ту. Помнишь это, маме? На 25 лет, там уже половина актеров, да, к этому ушло, да, грязевые ванны принимать, к земле привыкать. Вот, уже забыли уже, с чего начиналось, уже вообще никто ничего не помнит, да, но сериал все идет, всем нравится. У меня бабуля ни одной серии не пропустила. Санта-Барбара, да. Всех знает наизусть, там даже те, кто в титрах, всех, все знает. Молодец. Вот он. Здравствуйте. Здравствуйте. Что? Не могу. А почему он на меня сразу смотрит? Он мне, вот он сразу начал нагнетать, понимаешь, нагнетать сразу со входа. А где это твоя вот эта вот, что, а? Все, да, все. А я только один взгляд, понимаешь, я не могу.
Я не могу. Я как только увидел, что вот это вот начинается, пенная вечеринка, я как только увидел, что на аэродроме не накинут чехол, да, то бишь фуры нет, ну, на головного убора, все, у меня сразу начинается это, глаз дергаться и припадок, да. Да. И, кстати, вы в ближайшее время увидите, какие должны быть сотрудники. Я не хочу спойлерить, но там были ребята, не скажу в какой части в будущих видео Артема Вульфа. Вот наглядный пример, насколько разные бывают сотрудники. Прям вообще прям образцово-показательная вот такая, знаете, прям вот запомните вот этих вот пенных ребят и какие будут. Когда-нибудь в каком-то из роликов Артема. О, как сказал, писюк нос притянул, да, согласись? Слушай. Все. На этом моменте я понял, что сейчас начнется. Мы начинаем КВН. Для кого? Пошла. Доставай свое кончало, начинай игру сначала. Поехали. У нас глухарь, возможно, погоня. Поехали. Кто вызывал? Ты слышал вздох? Слушай. Посмотри, просто чекай. Кто вызывал? Веселиться тоже. Веселый парень приехал. Молодец. Сначала я слушаю. Вы кто? Улыбку видел? Это уже все понятно. Участковый полномочий 4-го отдела полиции Толкачев Виталий Витальевич. Где ваш нагрудный знак, Виталий Витальевич? Сумки. Дядя Петя, ты дурак. Я тебе отвечаю, я настолько уважаю ребят, кто служит. Увидите, кстати, это тоже там не за горами. Какое уважение. Огромное уважение, кто именно служит. Люди, понимаешь, как бы тяжело не было, вот это все вот это вот, сука, сидят там, да. Ну, кто людьми остается, огромнейшее уважение. Но когда вот начинается вот эта вот пена, вот это вот, да, где значок? Да, в машине. Ну, все. Хорошо, с ним давайте приходить. еще разок, да? Вы просто с головным убором, со значком. Хорошо, и мы познакомимся все. Ну, зачем мне это нужно? Тут я понял, что тут даже уже эвтаназия она не спасет, да. Ну, зачем мне это нужно? Это нам нужно. на У службе меня там лежит находитесь. куртка, понимаете? Нагрудный знак на куртке. Я приехал на вызов. Я Вы на слушаю, что службе произошло. находитесь, вы в курсе? Все правильно, я на службе нахожусь. Будьте добры, тогда находитесь на Будьте службе. добры пояснить, что произошло. Я там пояснил так. Я думал, у меня ручка закончится. Я написал столько, что спойлерить не буду. И вы увидите это все в следующих сериях. Хорошего вам настроения, не болейте. Остался месяц до Нового года. Давайте там, чтоб там, как говорится, да, там вот это вот у вас петарда, да, нормально стреляла, да. Давай, мой хороший, целую. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.